Всем привет! Это русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать аутентичную, но немного адаптированную русскую речь. Сегодня я хочу подчеркнуть слово «немного», потому что этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень B2C1. Так что практически я буду говорить с вами так, как я обычно говорю со своими друзьями, разговариваю с друзьями, с коллегами и так далее. И, друзья, тема у нас сегодня тоже будет интересной, но серьезной. И полезный, кстати. Тема сегодняшнего выпуска: что я понял к 43 годам, какие советы я дал бы себе 20-летнему. И сегодня будет очень много императива. Это трудная тема. Я уверен, что вы с большим удовольствием услышите, как я использую эти конструкции в контексте, давая себе советы 20-летнему. Поэтому, дорогие друзья, поставьте лайк, сделайте погромче звук, если вы слушаете этот подкаст в наушниках. И, конечно, скачайте бесплатно PDF-файл с транскрипцией к этому выпуску на моем сайте russianradioshow.com. Там же вы можете заказать урок со мной или принять участие в нашем русском разговорном клубе. Добро пожаловать на мой сайт russianradioshow.com. Итак, вы готовы? Мы начинаем! Русское радиошоу. Сразу хочу сказать, что сегодняшний выпуск будет достаточно откровенным. Я буду с вами разговаривать как со своими друзьями, буду делиться своими мыслями. И, кстати, буду рад, если вы тоже поделитесь своими мыслями. Так что пишите комментарии. Я всегда с большим удовольствием читаю ваши комментарии и на многие отвечаю. Так что ставьте лайк и пишите. Итак, что я понял к 43 годам и какие советы я дал бы себе 20-летнему. Поскольку на этом канале люди, изучающие русский язык как иностранный, давайте начнем с образования. Я бы себе 20-летнему сказал: изучай иностранные языки. Это хорошо для расширения мировоззрения, это фитнес для головы. Никто не хочет услышать диагноз деменция в старости. И вообще, как я люблю говорить, каждый иностранный язык, который вы изучаете, это ключ, который открывает дверь в новый мир. В мир новых возможностей, в новую культуру, в мир новых знакомств. Даже, я бы сказал, это ключ, который открывает дверь не в мир, а в целую вселенную, потому что никто из вас никогда не знает, что скрывается за этой дверью. И иностранный язык является именно тем ключом, который эту дверь может открыть. Так что первый совет, который я дал бы себе 20-летнему: изучай иностранные языки. И второй совет так или иначе связан с первым советом: открывай этот мир и больше путешествуй. Это то, что я сказал бы себе 20-летнему. Потому что вот к 43 годам я понял, что путешествия очень важны. Люди, которые не путешествуют, они не всегда могут похвастаться широким кругозором. И, как правило, их мир сжимается до размера маленького теннисного мячика. Я сейчас активно путешествую, и, наверное, активно путешествовать я стал, может быть, после 40 лет. Я практически каждые 2 месяца хотя бы на выходные куда-то езжу. Но я заметил одну вещь, что с возрастом мы все больше привыкаем к комфорту. Поэтому если в 20 лет вы можете жить в хостеле, делить комнату с 10 другими молодыми или не очень молодыми людьми, то после определенного возраста вы уже испытываете дискомфорт. Вы, может
быть, не хотите жить в 5-звездочной гостинице и летать первым классом или бизнес-классом, но какие-то минимальные условия все-таки необходимы. Минимальный комфорт нужен. Поэтому я начал активно путешествовать. Собственно, я всегда путешествовал, но в последние несколько лет стал это делать очень активно. И я вспоминаю слова врача-стоматолога, очаровательной женщины, которая много-много лет лечила мои зубы. Это женщина в возрасте, и как-то она сказала: Сергей, пока ты молодой, путешествуй. Когда тебе будет 70 лет, ты станешь ленивым, тебе будет трудно путешествовать на какие-то длинные расстояния, 8-часовые перелеты будут для тебя адом, поэтому пока есть здоровье, пока есть энергия, путешествуй. Итак, второй совет: путешествуй и открывай этот мир. Так, переходим к эмоциональному состоянию, к отношению к себе и вообще к отношению к жизни. Это, пожалуй, такая самая откровенная и философская, может быть, часть нашего подкаста. Вы готовы к интимным подробностям? Уверен, что да, но перед этим, друзья, напомню вам еще раз адрес моего сайта russianradioshow.com. Я всегда могу стать вашим учителем. Вы можете заказать урок со мной на моем сайте и также принять участие в нашем русском разговорном клубе. С сентября русский разговорный клуб возвращается после летних каникул. Мы встречаемся по четвергам и по воскресеньям. Принимайте участие, у нас всегда весело, у нас царит прекрасная атмосфера. Самое главное, все участники получают просто тонны разных материалов, текстов, аудио, видео от меня, вашего прекрасного учителя. И, конечно, если вы хотите поддержать этот проект «Русское радиошоу», вы можете отправить одноразовый донат или отправлять ежемесячные донаты или поддержать каким-нибудь другим способом, например, стать спонсором. И хочу напомнить, что даже лайк и комментарий – это очень большая поддержка для меня. Спасибо. Русское радиошоу. Итак, эмоциональное состояние, отношение к себе и к жизни. Что я сказал бы себе 20-летнему, хотя лучше было бы сказать это 10-летнему. У тебя все получится. Верь в себя. Я должен признаться, что я много-много лет жил с ощущением, что у меня, вы сейчас будете смеяться, некрасивый голос. Я даже комплексовал из-за своего голоса. Мне казалось, что он некрасивый. Я сейчас не лукавлю, не иронизирую, не напрашиваюсь на комплимент. Я действительно долгое время считал, что у меня не очень красивый голос. Я много-много лет комплексовал по поводу своей внешности. Я считал, что я не то что красив, не очень симпатичен. Мне казалось, что у меня не очень фотогеничное лицо. Мне казалось, что у меня не очень красивая фигура. Иногда мне казалось, что я слишком худой. Иногда мне казалось, что я слишком толстый. Короче, я всегда был недоволен тем, как я выгляжу. И я игнорировал таланты, которые у меня есть. Я не умею петь, я не умею рисовать, и я не умею изобретать что-то новое, но такие, может быть, небольшие таланты, как способность объяснить ученику трудные грамматические правила, способность управлять своим голосом, способность управлять какими-то вещами, которые нужны, когда ты общаешься с аудиторией. Способность общаться с аудиторией – это тоже талант. Я все это обесценивал, и мне казалось, что ничего особенного в этом нет. Поэтому себе 20-летнему я бы сказал: у тебя все получится, верь в себя, у тебя хороший голос, у тебя есть определенные способности, у тебя нормальная внешность, верь в себя, все получится. Следующее, что я бы себе сказал: слушай только тех, кто является для тебя авторитетом. Для меня долгие годы было важно в принципе мнение других людей, даже людей, которых я видел впервые в своей жизни. Если эти люди как-то критиковали меня, то я принимал эту критику близко к сердцу. И поэтому очень часто я пытался понравиться людям. К 43 годам я понял, что я никому не должен нравится. Я такой, какой я есть. Если я вам не нравлюсь, это ваша проблема. Я вот такой. И все. Следующий пункт тоже очень важный. В этой части, в части отношения к жизни, самоанализа,
все пункты так или иначе взаимосвязаны. Третий совет, который я бы себе дал: не сравнивай себя с другими. Я знаю, это звучит банально, что не нужно сравнивать себя с другими, а нужно сравнивать себя с тем, каким ты был вчера, и анализировать, стал ли ты лучше, чем вчера. На словах это легко, на практике это трудно, и даже сейчас иногда я не то что сравниваю, но задумываюсь. Вот почему, например, у этого человека получается так быстро выучить иностранный язык, а у меня медленнее. Вот почему у него мозг работает быстрее, чем у меня? Но это, конечно, не сравнение, это такие, может быть, риторические вопросы. Но действительно, к 43 годам я понял, что не нужно сравнивать себя с другими, а только с собой вчерашним. И еще совет, который я дал бы себе в этой сфере отношений и самоанализа: говори о своих чувствах и переживаниях. Не держи все в себе. Я был воспитан в семье, в которой было не принято показывать чувства, было не принято говорить о своих чувствах, было не принято говорить о проблемах, о переживаниях. Все нужно было держать в себе. Это путь в никуда, и это опасно для здоровья, кстати. Поэтому я уверен, что у вас есть близкие люди, может быть, у вас есть психолог. Говорите о своих чувствах, говорите о своих переживаниях, говорите своему партнеру, что вам, может быть, не нравится в ваших отношениях, что вас напрягает. Деликатно, аккуратно, осторожно, но говорите, не держите все в себе. И мне кажется, что действительно каждый человек, который заботится о своем здоровье и физическом, и ментальном, конечно, должен общаться иногда с психологом, потому что нам иногда действительно нужна профессиональная помощь. Если мы хотим, чтобы наша улыбка была красивой, мы идем к стоматологу. Если мы хотим, чтобы наша прическа была красивой, мы идем к парикмахеру. Если мы хотим избавиться от негативных эмоций, мы идем к друзьям или лучше к психологу. Так что совет: говори о своих чувствах, говори о своих переживаниях. Переходим к следующему пункту, тоже пункт достаточно откровенный, можно сказать интимный. Это отношения, дружеские и романтические. Что я понял к 43 годам? Первый совет, который я дал бы себе 20-летнему: доверяй интуиции. Сережа, доверяй интуиции, не игнорируй красные флаги, которые обычно сразу видны. Без подробностей, были прецеденты, когда я решил, что интуиция может ошибаться. Нет, интуиция никогда не ошибается. Она вас никогда не обманет. Поэтому доверяйте своей интуиции. Если вы видите какие-то красные флаги в дружеских отношениях, которые только зарождаются, в романтических отношениях, которые только начинаются, не игнорируйте их. Меньше красных флагов не будет, их будет только больше. Следующий совет, который я дал бы себе в плане дружеских и романтических отношений: не трать время на тех, кто не показывает делом, что ты им интересен и нужен. Тоже это немножко связано с тем, о чем я говорил раньше, о желании понравиться. Не нужно тратить свое время, если вы не видите обратной реакции. Любые отношения — это взаимодействие. Это не игра в одни ворота, когда один просто стоит, а второй или вторая бегает с мячом. Нет, оба должны бегать с мячом и играть. Поэтому, если вы, например, кому-то пишете сообщение, и вас игнорируют, вам не отвечают, если вы предлагаете встретиться, и человек не показывает свою заинтересованность, не тратьте на него время. Точка. Следующий совет, который я себе дал бы: не надейся, что люди меняются. Не надейся на это. Люди, по большому счету, не меняются. Есть исключения. Мы не все одинаковые. Но в целом 5-й iPhone не превратится в 16-й iPhone, как бы вы его не обновляли. То же самое с людьми. Люди могут чуть-чуть корректировать свое поведение, становиться умнее, набираться опыта. Может быть, их характер будет так немножко меняться. Но по большому счету, то, что заложено изначально, то и остается. Так что не надейтесь, что люди меняются. Идем дальше. Следующий пункт — это здоровье. Какие советы я дал бы себе в плане здоровья? Первый главный совет: слушай свой организм и умей понимать знаки, которые он тебе дает. Мы очень часто игнорируем те знаки, которые нам дает наш организм. А организм никогда не обманывает. И если вы чувствуете, что есть какая-то проблема,
вам не кажется. Она действительно есть, просто нужно понять, что является причиной этой проблемы. Я научился к 43 годам слушать свой организм. Если я, например, чувствую, что я много работал, и я устал, и мой организм хочет спать, а я должен был, например, пойти на тренировку, я иду спать. Следующий совет, который я дал бы себе 20-летнему: занимайся спортом, но без фанатизма. Вообще, слушая все мысли, которыми я с вами делюсь, у вас в голове всегда должно быть слово «баланс». Вот все то, что я говорю, держа в голове это слово «баланс». Все хорошо в меру, без фанатизма. И, например, у меня был период, он начался 10 лет назад, когда мне было 33 года, в 2015 году, когда я начал активно бегать. Я открыл для себя бег, я стал фанатично бегать каждый день 7 километров, 10 километров. Мой рост 1,82 сантиметра, и я весил 61 килограмм. То есть я был просто очень худым, и это пример того, что любой фанатизм, любые крайности вредны. В итоге у меня 2 операции на коленях, на менисках, и сейчас я не бегаю, сейчас я просто хожу в фитнес-клуб, но без фанатизма. Я хожу 5 раз в неделю, я занимаюсь максимум 40 минут. Без фанатизма я прихожу в фитнес-клуб и думаю, какие упражнения я сегодня хочу делать. И делаю то, что хочу делать. Без каких-то сильных напряжений. Я просто нашел баланс между желанием быть в форме и делать упражнения, которые мне нравятся. Так что мой совет: занимайся спортом, но без фанатизма. И последняя сфера, о которой я хотел бы поговорить, это финансы. Интересная история. Тут мне нечего себе молодому посоветовать, потому что я в плане финансов, мне кажется, как-то интуитивно давно нашел баланс. Я не транжира, но и не скупердяй, не Скрудж Макдак, герой знаменитого мультфильма Уолта Диснея. Я могу копить, и, конечно, мне намного спокойнее, когда у меня есть маленькая финансовая подушка на банковском счету. Но я могу спонтанно радовать себя покупками. Если, например, я понял, что мне сейчас нужно устроить маленькую перезагрузку и какие-то новые эмоции получить, я могу купить билет и завтра на выходные полететь в другую страну или в другой город, если у меня есть такая возможность. Здесь важен баланс между умением копить, умением экономить и умением с удовольствием, с радостью тратить деньги на себя и на своих близких, любимых людей. Так что, в принципе, здесь никаких советов я себе давать не хочу. Ну, может быть, только один совет: не трать так часто свое время и свои таланты бесплатно. Я, например, человек, который ради идеи могу забыть вообще о выгоде, о деньгах. Если я горю какой-то идеей, я могу бесплатно работать сутками напролет, не спать, что-то делать, придумывать. И, честно говоря, анализируя мой опыт работы на радио, я могу сказать, что в последние годы, когда я работал на радио, бюджет был достаточно скромным, зарплаты были достаточно скромными, но я все равно ради идеи, ради любви к радио тратил свое свободное время. Многие проекты я делал бесплатно и сделал бесплатно. Я не отрицаю, что иногда это хорошо. Иногда хорошо, во-первых, помогать людям, заниматься благотворительностью, использовать свои таланты бесплатно ради какой-то хорошей, благой цели. Но я это делал так часто, что, честно говоря, мне немножко жалко. Поэтому, наверное, совет я дал бы себе такой: не трать так часто свое время и свои таланты бесплатно. Ну и последний совет, он не вписывается ни в какую сферу. Совет простой: умей говорить «нет». Опять-таки, как я сказал, я долгое время пытался всем понравиться и хотел быть хорошим для всех. И поэтому, когда даже мои студенты, которых я очень люблю, писали мне: Сергей, пожалуйста, завтра ты можешь провести урок, а завтра у меня единственный выходной. И я говорил: хорошо, мои любимые студенты, давайте, завтра я встану в 5 часов утра, чтобы вам было удобно по вашему австралийскому времени позаниматься со мной. Сейчас я научился деликатно говорить «нет» и немного защищать свои границы. Итог. Хотел бы я что-то поменять в своей жизни? Нет. Нет и еще раз нет. Это был мой опыт, это были мои ошибки, и мне кажется, что нельзя быть тепличным овощем.
мы не можем расти в таких тепличных условиях. Мы должны совершать ошибки. Как говорил мой бывший директор на радио, каждый человек должен хоть раз получить по морде, безответно влюбиться, напиться до такого состояния, что потом 3 дня ты лежишь в кровати с жутким похмельем. Это все опыт. Все ошибки — это опыт, поэтому я ничего не хотел бы поменять в своей жизни. Именно этот опыт, именно эти ошибки сделали меня таким, какой я есть сегодня. Какие советы вы дали бы себе молодым? Напишите в комментариях, и надеюсь, что вам было интересно услышать мои мысли, послушать мои мысли. Я буду очень рад узнать ваши мысли, так что пишите. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Русское радиошоу. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Пока!